Друзья, приветствую вас! Это обзор вечерней сессии. Давайте рассмотрим, какие ключевые события произошли, что ожидать, каких движений по ключевым активам на вечерней сессии и вообще какой новостной фон, что происходит и как это влияет на рынок. Отдельно сейчас рассмотрим, что происходит с российской экономикой. Так, ну вот вышел очередной отчет НЦМАК. Давайте посмотрим, какие здесь тенденции. Ну, ключевой фактор это то, что снижается потребительский спрос. От этого никуда не деться. И, конечно же, стагнируют реальные доходы населения. Реальные доходы это не зарплата, там, это целиком, то есть тот доход, который получает человек. Это может быть бизнес, может быть инвестиционный доход, может спекуляции, может и зарплата. И за минусом всех обязательств и затрат, которые несет человек. То есть реальные доходы падают, потребительский спрос, соответственно, находится в неустойчивом положении и нету никаких оснований для его роста. Вот что печально и напряжно для экономики. Так, ну вот еще такой момент интересный, что прирост ВВП по сравнению с 2019 годом обеспечен импортом товаров и услуг. Ключевая проблема – это снижение потребления, которое происходит на фоне падения реальных доходов. Экономика любой страны, развитой страны, она базируется на росте доходов и на росте потребления населения. Так, ну вот здесь момент негативный, который связан с тем, что ВВП растет за счет импорта товаров и услуг. Соответственно, то есть это в целом негативно влияет на рынок труда дополнительно, потому что получается тот рост ВВП, который происходит, он не связан с производством прибавочной стоимости внутри страны. Так, ну вот есть такой очень интересный показатель, называется агрегат экономической активности. Это показатель того, как работает экономика в части производства прибавочной стоимости. То есть это, собственно говоря, то, ради чего экономика любой страны и существует. Когда что-то берется и создается прибавочная стоимость, и это потом продается. Вот этот агрегат прибавочной стоимости, он находится в стагнации, и это дополнительно указывает на то, что российская экономика, помимо всего прочего, ее работа, создание прибавочной стоимости, она связана очень сильно с ценами и объемами продаж энергоносителей. И сейчас данный показатель находится в негативной части. Так, что касается промпроизводства, в конце года до декабря и до начала текущего нового года января наблюдался небольшой прирост, но сейчас наиболее вероятно будет осуществляться стагнация. Но у нас как бы исторически так сложилось, что январь месяц, когда все находятся в спячке, отмечают праздник, а тут еще эпидемия, ну и плюс ко всему финансовый кризис. Вот эти все моменты, они могут усилить негативное воздействие на экономику. Так, далее, вот индикатор рецессии, который указывает на то, что происходит в экономике. То есть она себя чувствует айс или не айс. На текущий момент этот индикатор указывает на то, что российская экономика чувствует себя не айс. Так, ну вот интересная такая зависимость, это вклад. Что оказывает, какой вклад в рост ВВП? Вот видите, 4,2% это за счет импорта товара и услуг. То есть это не очень хороший на самом деле показатель, потому что это связано с тем, что что-то завозится вместо того, чтобы что-то произвести здесь. Так, ну вот внешняя торговля, динамика экспорта-импорта. Если рассматривать в текущих ценах, то импорт растет ощутимо быстрее экспорта. То есть это давление на платежный баланс. А платежный баланс это курс рубля. Так, ну вот здесь внешняя торговля, экспорт. Первый график не будем рассматривать, здесь не совсем удачное сравнение, потому что нефть берется в долларах, а газ в миллиардах кубометрах. Вот. Но давайте вот второй график, который справа. По сути идет рост химической продукции, то есть то, что является продуктом переработки нефти в основном. И таким образом мы видим, что на эту продукцию растет спрос, ее экспорт увеличивается, это позитив. Так, а вот по лесобумажной продукции ситуация обратная, она ухудшается. Так, далее то, что касается металлов. По цветным металлам сейчас наблюдается спад, а по черным металлам ситуация стабилизировалась. Это третий график, слева первый внизу. Так, ну и динамика экспорта машин и оборудования, как вы видите, она падает. Связано это с тем, что из-за пандемии упал вообще в целом спрос на товары
промышленные, на станки, оборудование, машины. И помимо всего прочего, здесь еще есть такой момент, что те товары с прибавочной стоимостью, которые производит российская промышленность, они очень ощутимо завязаны с нефтяными ценами по ряду причин. Там это и дотации, и соответствующие поставки на производство. И поэтому здесь ситуация, она, в общем-то, не очень позитивна. То есть, единственное, здесь, что выросло, это то, что связано с нефтехимией, с химией, с нефтехимией. Так, ну и вот то, что касается доходов, то есть реальные зарплаты, они вроде как растут, а вот реальные доходы, они падают. То есть общие доходы, зарплата, там различные иные виды доходов, минус издержки, этот показатель, он снижается. И вот то, что он снижается, это для экономики существенный негатив. Потому что именно потребительская активность, она создает спрос на работу экономики, создание прибавочной стоимости. И при вот этом падающем значении экономику перезапустить достаточно проблематично. Именно поэтому, кстати, американцы, они печатают и раздают деньги для того, чтобы стимулировать спрос и для того, чтобы экономика на фоне этого спроса начала перезапускаться. А люди бегут в Робин Гуд и скупают все подряд акции, вместо того, чтобы покупать товары и услуги. Так, ну вот потребительские настроения, ожидания, они не айс, они не позитивные, как вы видите. Так, ну и то, что касается динамики розничного товарооборота и грузооборота. То есть, как вы видите, по всем этим графикам у нас ситуация негативная, она неустойчивая, и она не указывает на то, что экономика восстанавливается. Здесь, скорее, в лучшем случае, какая-то неустойчивая консолидация, которая в ближайшее время весьма вероятно приведет к негативному движению. Это к вопросу о тех политических процессах, которые сейчас происходят. То есть на самом деле политика, она является следствием экономики, и они взаимосвязаны. Как правило, всевозможные какие-то инциденты, волнения, они начинаются тогда, когда с экономикой в странах плохо. Так, ну и вот что касается продаж новых автомобилей, здесь есть позитивный момент, то, что легкие коммерческие автомобили, их продажи растут. Это говорит о том, что все-таки какая-то часть экономики, которая связана с предоставлением услуг, она, в общем-то, функционирует и более или менее оживает. То есть в дальнейшем это может послужить драйвером для перезапуска, более глобального перезапуска российской экономики. Так, ну вот, конечно же, рынок жилой недвижимости, здесь, казалось бы, должен быть ужас-ужас, но на самом деле государство разогрело спрос путем дешевой ипотеки, дотаций. Соответственно, мы наблюдаем рост ввода в строительство и, соответственно, рост индекса цен на жилье. На самом деле, вот мы с вами смотрели предыдущие графики, идет снижение реальных доходов населения. И на фоне снижения реальных доходов населения вот этот график по жилой недвижимости, он очень опасный. То есть он ведет к тому, что надувается пузырь, который лопнет, и причем в случае России это произойдет, скорее всего, достаточно быстро. Так, ну вот сегодня вышел индекс цен производителей РФ год к году. Индекс растет, причем больше, чем предыдущий показатель. Но на самом деле это не очень благоприятно в случае нашей страны. То есть для развитых стран это наоборот типа считается круто, что больше производится продукции, на нее больше спрос. Но вот в нашей ситуации это не очень позитивный момент с моей точки зрения, потому что это указывает на то, что затраты на приобретение продукции, они увеличиваются. На падающих доходах это ничего хорошего не предвещает. Так, ну вот сегодня стата индекс доверия потребителей по США вышел вообще отличный. Ожидался 89%, вышел еще больше. То есть в Америке за счет печатания денег процесс стимулирования восстановления экономики, он идет полным ходом. Так, ну вот еще такой интересный момент. На финансы сегодня статья. ЦП обнаружил рекордный за 6 лет приток теневого капитала в Россию. То есть это капитал, который непонятно как пришел. То есть его описывают как так называемый серый или теневой капитал. Ну, то есть, который под стандартные статьи завода, там, инвестиции, привлечение, там, возврат долга, он не подходит.
И вот как раз это одна из причин, что такие деньги приходят, это дает дополнительную поддержку рублю, потому что здесь переводят в рублевые активы, покупают акции и так далее. Дело в том, что в долларах в банке смысла держать денег нету, тем более если вот они таким образом приходят, их надо либо обналичивать и держать, в квартиры складывать, или же их и лучше перевести в рубли, ну или в евро, и соответственно приобрести активы, потому что все движения по счетам в любом банке долларов управляет Федеральная резервная система США, и она в любой момент может арестовать тот счет, который кажется ей подозрительным. Ну и вот таким образом дополнительная перемога для рубля, так называемые серые доллары, которые кто-то заводит в страну. Так, ну вот еще интересный такой момент. МВФ оценил перспективы роста ВВП России выше, чем российские госорганы. То есть, что вырастет на 3,9%, а не на 3%. Так, в 2021 году оговорился, в 2021 году на 3% и на 3,9% в следующем. На самом деле для развивающегося рынка это очень низкий показатель. Вот, и там отличие идет в долях процентов. Ну или там 0,5% или 1%, это не столь существенно. Здесь надо понимать, что отличаются методики расчета. И на самом деле, то есть они могут говорить об одном и том же, просто оперируя разной методикой расчета. Так, друзья, также завтра нас ожидает размещение ОФЗ. Это придаст, возможно, дополнительную поддержку рублю. Так, далее давайте посмотрим дневной таймфрейм RGBI, российский индекс ОФЗ, то есть от которого зависит курс рубля. Это дневной таймфрейм. Вот мы пробили уровень, о котором с вами много раз говорили, 152,4, и после этого он отправился в безбрежный полет вниз. Вот. Сейчас на текущий момент здесь разворотная формация. И на самом деле вот это движение, то как оно развивается, есть еще промежуточный уровень, который 150,1, 150,3. Вот если этот диапазон не будет пробит, то либо от этого диапазона, либо от текущих значений возможен разворот и соответственно отскок. Цель движения этого отскока 153,4, 153,5. Я не знаю, какое событие здесь может произойти, вот, но технически картина указывает на то, что отсюда может пойти движение вверх по индексу RGBI. Опять же, обращаю внимание, всегда есть альтернатива, алгоритм разветвленный. Вот. Если все-таки мы уходим и пробиваем вот этот уровень 153, 150,1, то в этой ситуации падение продолжается, и это оказывает дальнейшее сильное давление на курс рубля. Так, ну вот эксперты назвали самый дорогой бренд в мире, это Apple. Ну, Apple, по-моему, в этом плане лидер. Удивительно, что Tesla здесь нету. Вот, но Apple славится тем, что когда платишь деньги за продукцию Apple, платишь за значок надкусанного яблока. Ну и как вы видите, вот примечательно, если посмотреть самые дорогие бренды в мире, Apple, Amazon, Alphabet, то есть это все фанмаги, то есть это компании так называемой новой экономики, которая ковалась в этом кризисе и раздувалась невероятным пузырем. И, собственно говоря, здесь вы не увидите никаких ни автомобильных концернов. Ну, Tesla здесь только могла попасть, непонятно, почему ее здесь нету. Но никаких реально заводов и пароходов здесь нету, как вы можете это видеть. Это говорит о том, что произошло перестроение экономики. То есть оно, конечно, не завершилось, но оно уже началось. То есть когда как бы рулить будут те компании, которые занимаются новой экономикой, то, что не связано непосредственно с активами, которые в понимании большинства людей это станки, там какие-то заводы, доменные печи и так далее. Нет. То есть это вот и есть новый мир, когда интеллектуальная собственность, она рулит. Так, давайте посмотрим ситуацию с ковидом. Но здесь идет снижение в рамках общемирового масштаба. В Америке вообще красота, ниже 200 тысяч новых случаев в день упали. Великобритания, там вроде тоже ситуация стабилизировалась, такого ужаса, который был, нету. В России тоже ситуация вполне адекватная в рамках. Вот видите, мы по ковиду идем как все цивилизованные страны. То есть мы, наверное, все-таки
в большей степени относимся к Западу, а не к Востоку и не к каким другим странам. Так, и у нас 19 тысяч, это, конечно, прогресс, с учетом того, что недавно было 30, но по сравнению с майской эпидемией это все равно достаточно много, это больше почти, ну, где-то 1,7-1,8 раз. То есть говорить о том, что мы вышли хотя бы на то, что было весной, в части возникновения новых случаев, пока нельзя. Вот. Здесь, в общем-то, наступила стабилизация. Я думал, что это будет в декабре, но видите, декабрь был слишком теплый, поэтому со стабилизацией фокусы не получились в декабре. Они наступили в январе, и вот эта ситуация, она, возможно, продержится где-то до марта. То есть март это как раз, когда все вирусы вылезают, когда начинается активизация заболеваний, и тогда, соответственно, мы можем увидеть здесь изменение картины, когда падающий тренд сменится на растущий. Но, надеюсь, этого не произойдет. Так, далее вакцин трекер. Но здесь что примечательно, каждый день в ход идет где-то 3,5 миллиона доз вакцин. На самом деле это в рамках мира немного, то есть это где-то с такой скоростью, ну где-то 1,5-2 года нужно, чтобы необходимое количество вакцинировать и эпидемия прекратилась. Но здесь что примечательно, этот показатель он постоянно растет. То есть каждым днем он растет. Сначала он был 2,5 миллиона, потом 3, потом 3,2 и сейчас уже 3,5. То есть вообще здесь надо выйти на 9, на 10. Вот как только на 9, на 10 выйдем, очень быстро, если вакцина работает, с эпидемией вопрос будет решен. Ну, сейчас поступают информации по поводу того, что вакцина Модерна, она эффективна против новых видов вируса, которые выявляют в Англии, в ЮАР. Вот. Возможно, как бы действительно ситуация не такая, скажем так, серьезная с вот этими новыми различными модификациями вируса. Но в любом случае, то есть этот вопрос, он так быстро, как мне лично вначале казалось, он не решится. То есть это действительно останется в неизгладимой памяти у всего мира. Так, друзья, далее VIX. VIX пока не унимается, не идет он к нижней границе. Ну и пока такого устойчивого движения вниз нету, для того, чтобы постучаться в нижнюю границу, сохраняется определенная напряженность. Вот, конечно, он не удержался на 25, это позитивно, но пока вот не началась фаза движения вниз, здесь есть риск того, что вот это движение наверх, оно не закончилось. На текущий момент, я думаю, движения вверх не будет, завтра заседание ФРС, скорее всего, там как минимум оставит все как есть, или может быть будет еще более глубинная риторика, обещают еще больше денег напечатать, и тогда, как бы, конечно, ВИКС полетит вниз, а рынки вверх. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну, давайте 4-часовик поставим. Здесь сейчас намечается движение на тестирование 90. Если 90 будет пробито, то при пробое 90 сразу возникает импульс движения, цель которого 89,5. Вот, на текущий момент находится он в проторговке, 91,5 не потестил, не пробил. Это позитивные моменты, это дает шанс на то, что движение вниз продолжится и, соответственно, будет тогда расти евро и будет продолжаться риск он. Ну и на текущий момент, я думаю, позитивные ожидания, как минимум, пойдем сейчас тестить 90, 89,9, вот сюда, вот этот диапазон, это наиболее вероятный сценарий. Но если сейчас вот это движение вниз не продолжается, если происходит отскок и пробитие 90,37, то в этой ситуации мы можем увидеть движение, цель которого будет 90,75. Но опять же, в ожидании заседания ФРС, скорее всего, никакого негатива и роста индекса доллара, я думаю, вероятность этого невысока. Так, далее американский индекс S&P 500, дневной таймфрейм. Здесь смотрите, вот все эти разворотные формации, они не проходят, остается он консолидироваться наверху. Сегодня переписал исторический хай, ну и в ожидании заседания ФРС, я думаю, здесь никакого негатива не будет. Вот по факту объявление ставки, если там никакой сильно глубинной речи не будет, с обещанием печатать еще больше денег,
и всего-всего-всего, то в этой ситуации действительно здесь может возникнуть эффект коррекционного отката, потому что в ожидании всех программ и решения ФРС шел рост рынков, и соответственно на наступлении новости обычно происходит фиксация, хоть какой-то коррекционный откат. Вот. Но сегодня мы вот здесь будем, вот в этой верхней части находиться, вероятность движения вниз она крайне мала, я думаю. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Так, по нефти. Так, вот я в Telegram постил недавно, буквально пятого, по поводу нефти, что если будет удержан уровень 55,5, 55,4, ну там коридорчик, то соответственно пойдет дальнейшее движение наверх на 56,6. Сейчас на текущий момент идет все-таки движение вниз, и, наверное, 55,5 мы пробьем. Так, ну и вот, собственно говоря, сам график, часовой таймфрейм, сейчас как раз вот 55,5, 55,4, если этот диапазон будет пробит, то отсюда разовьется более глубокое коррекционное движение вниз. Вот. Сейчас надо подождать, как закроется час. Сейчас 19:53 по Москве. Если здесь будет разворотное закрытие, что вполне может произойти сейчас, то мы увидим прямо сегодня коррекционный откат на 56. Если мы сейчас здесь пробиваем, то развивается движение сначала на 55, и потом все-таки высока вероятность движения куда-то сюда. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм, чикагская котировка. Но немножко вот на 1860 не дошли. Вот, но оно сейчас находится в боковике. Нижняя граница боковика это 1845-1847. Верхняя граница 1860. Я думаю, до середины дня завтра вот это движение оно будет протекать в этом диапазоне. А там мы посмотрим, какие страсти будут разыгрываться в ожидании решения по процентной ставке ФРС. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Но сейчас идет движение, цель этого движения 75,6, 75, 75. Вот сюда вот этот диапазон. Вот мы сейчас в этот диапазон приходим. Если мы в этом диапазоне закрепляемся, то будет тестирование 76. Поскольку нефть сейчас может развернуться, то давайте сейчас 15 минутку поставим. Так, 15 минутка. Ну, наверное, все-таки на 75,6 здесь у него запала хватит дойти. Вот. Далее здесь будет либо консолидация в этом диапазоне 75,6, 75, 75. Либо отсюда сразу возникнет отбой и движение в район 75,2, 75,15, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. В принципе, если сейчас нефть закрепится и начнет расти, то мы от текущего уровня можем развернуться и сходить на 75,2. Но судя по импульсу движения, который здесь произошел, наверное, в любом случае на 75,6, может быть 75-75 рубль-доллар дойдет сегодня. Так, ну и далее евро-доллар. Евро-доллар, как только ушел под 1.21, сразу видите, он какой вяленький стал. Вот стоило ему здесь пробить, и сразу как бы у него энергия на движение вверх, она начала иссякать постепенно. Вот, ну, здесь еще, судя по движению капитала, который происходит, не факт, что тренд растущий по евро сломался. Вот сейчас здесь идет коррекционный откат, его цель потестить 1,2120. В том случае, если пойдет более серьезное движение вниз и будет пробой 1.21, то тогда, конечно, будет не очень это хорошо, и мы можем увидеть уже движение на 1,27, 1,26, что было бы не очень хорошо для российского рынка акций и для курса рубля. Вот. Но пока я все-таки думаю, вот это движение, оно где-то здесь, в районе 21-21, либо на текущих значениях, оно может остановиться и пойдет возврат вот сюда, в эту область 1,2177, 1,2151. Вот здесь находится область, где наиболее оптимально в текущем формате находиться цене евро-доллару. Так, друзья, далее РТС фьючерс. Но здесь у нас ситуация развивалась сегодня очень интересно, но правда 139 500 мы так и не покололи. Конечно, то, что не дошли, не постучались в нее, это не очень хорошо, потому что сейчас, скорее всего, будет движение вот сюда на 140 тысяч и все-таки, наверное, добить 139 500. Вот 139 500, если он в нее ударится, здесь либо сразу будет снижение объема и отскок
на 144, либо в случае пробития разовьется сразу движение на 135 или 131 тысячу. На текущий момент наиболее вероятно мы вот сейчас сходим на 143, 140 тысяч вот сюда, вот в эту область. Все, друзья.